Всем привет! Меня зовут Кристина, и вы на моем канале о вязании. Это видео будет вторая часть вязального влога за март. И в этом видео я вам покажу свои готовые носочки, пару носков, которая у меня ушла за март в носочную коробку, одно готовое плечевое изделие и две работы, которые в данный момент у меня в процессе находятся на спицах. Итак, начнем тогда с носков. Так, вот у меня первая пара. Это, так скажем, детская пара. Размер 33-34. Вязала на спицах 2 миллиметра. Вот такие вот рябые. Здесь закрытие мыска ленточный. Пятка бумеранг с небольшим клином подъема. Не знаю, вам видно, не видно его. Вот он. Так, ушло у меня 51 грамм пряжи. И пряжа у меня была вот такая вот. Это Супервош. Моточек 50 грамм и стандартный состав 75% шерсти, 25% полиамид и длина 210. Производитель Хьертегарн. Вот. Это у меня дочка попросила носки тоненькие, не хотела ничего полосатого, цветного. И вот я решила ей вот с такой вот пряжи связать. Так, это одна пара. Следующая пара у меня тоже детская. Вот такая вот. Так, где у меня тут? Угу. Это размер 30-31. И эти носочки у меня будут лежать до следующей зимы. И я думаю, что уже к тому времени младшая подрастет, и ей как раз они будут как раз. Здесь мысок я закрывала звездочным способом. Первый раз пробовала, мне понравилось. Тоже пятка бумеранг, но здесь нету клина подъема. Ну и вязала так, как советуют вот по этой вот обертке Регия. Это производитель Регия. Kids Color Perfect. Моточек был 60 грамм. Так. Длина 252 метра и состав так, 75% шерсти, 25% полиамид. Так, ушло у меня, сейчас я вам скажу, минутку, 43 грамма. У меня там еще вот этого зеленого у меня осталось. Вот эта вот пара у меня весит 43 грамма. Вот такие вот. Первый раз вязала. Первый раз у меня не получилось. Пришлось распускать. Искала информацию, как же все-таки связать. И у меня на канале есть, я даже сняла видео, кто тоже первый раз вяжет. Как говорится, такая маленькая небольшая инструкция. Так, потом у меня есть такие две пары. Так, начну я с этой. Здесь размер 38-39. И здесь смешаны два вида пряжи, так как вот эта секционная у меня был только один моток 50 грамм. Вот этот вот рябой, вот эта вот часть, это вот такая носочная пряжа Performance. Sock Wool Prime Multi, 75% Superwash шерсти и полиамид. Моточек 50 грамм, длина нитки 210 метров. И номер цвета 2.1. Вот такой.
И я понимала, что 50 грамм на женские носки у меня не хватит, то я добавляла, у меня был от Дропса вот такой вот Fable номер 111, такой вот горчичный цвет. Здесь моток по 50 грамм, 205 метров длина, и состав такой же: 75% шерсти, 25% полиамид. И вот такой вот у меня получился. Так, спицы были 2,5 миллиметра. Хотя пряжа вот эта вот рябая, она довольно бюджетная, но мне нравится, как она легла. Носочки получились довольно плотненькие, и узлов не было, секции подобрались хорошо. Конечно, перед этим я этот моточек размотала, разделила, и вообще проблем не было. Хоть и бюджетная пряжа, но все легло и получилось очень-очень прекрасно. Вот такие вот носочки. Так, с этого же остатка я связала еще вот такие носки. Но здесь еще есть другая пряжа. Вот такая вот. Это Drops. Drops. Получается, белый и вот этот вот ржавчина цвет. Это у меня 100% шерсть Charisma Drops. Состав 100% шерсть. Мотки по 50 грамм и длина 100 метров. Решили связать носки из 100% шерсти, но знаю по опыту, что можно вязать. У нас местные рукодельницы вяжут, но я знаю, что если их каждый день или там интенсивно носить, то пятки и мысок, пятка будет первая, они протрутся в течение полгода. И я все-таки решила, что вот этот мысок и пятку я свяжу с носочной пряжей, где есть вот этот вот полиамид. Получается, что в мысок и в пятку у меня вот эта вот пряжа, она вязалась в 2 нитки. Так, белый цвет это 0,1. Вот этот цвет ржавчины это 11. Итак, и здесь получается, я вставлю фото, просто сейчас не видно. Когда носок одевается, то вот этот вот манжет, он получается такой, как спущенный у него, вот, потому что здесь идет после манжета первый ряд убавки, и он такой, как сверху налегает. Я ставлю фотографию, вы поймете, что я говорю. И я все-таки решила, чтобы все-таки эти носочки прослужили дольше, мысок и пяточка связаны из носочной пряжи. Первый раз после школы я, наверное, с такой толстой пряжей носки вязала в школе на уроке домоводства, когда учились вязать носки. Поэтому, может быть, здесь такие есть где-то кривые петельки, что-то где-то можно придраться, потому что рука-то набита уже на тоненькую пряжу, но результатом я довольна, цвета мне понравились. Я отправила фотографию, и тот, кто будет носить эти носки, сказал то, что надо. Так, и последняя пара у меня это носочки Марта. Вот такие вот. Мне они очень нравятся. Мне очень понравилось вязать из этой пряжи. Эта пряжа вот такая вот, онлайн. Это немецкая пряжа. Моточек был 50 грамм. И состав здесь 65% шерсти, 25% полиамида и 10% кашемира. Вязала я на спицах 2,5 миллиметра и размер 38-39. Очень понравилось, как легла пряжа. Один носок я вязала с одного мотка, второй носок
с другого мотка. У меня было 100 грамм. И как вы видите, я секции специально не подбирала, поэтому они у меня получились такие, ну вот если сложить, то они получились разные. Ну, полосы цветные не совпадают, но это моя такая вот задумка. Я не подбирала, я просто брала начало нитки и вязала. Но они хоть и разные, но это можно понять, что это носки с одной пары. Вот такая вот. Ну, они очень мягенькие такие. Ну, чувствуется, что в пряже есть этот кашемир. И мне очень-очень понравилось вязать. Они связались очень быстро. И петельки ровненькие, ровненькие, ровненькие. Кстати, это носочки у меня ушли в коробочку носочную за март. Вот такая вот пряжа, если вас интересует. И здесь номер цвета 0101. Emotion Color. Эмоциональные цвета. Так, с носочками все. Ну, тогда закончим носочную тему. У меня еще на спицах уже почти заканчиваю. Тоже из толстой пряжи. Вот такая вот. Сейчас найду этикетку. Вот это вот коричнево-серая такая меланжевая. Это вот эта пряжа Кехра. Артикул Лаури. Моток 100 грамм. Так, состав 75% шерсти, 25% полиамида. Полиамиды на 100 грамм 200 метров. Ну, это по метражу то же самое, что в Wool Time. И эти носки я вяжу папе, ему на хуторе, в сапоге. Он уже одну пару, я ему в прошлом году вязала, он их уже относил, протер. Мы сейчас ездили в гости, он мне показал, какие они у него дырявые, поэтому у меня как раз вот остатки. Один моток этого было, и вот это у меня синий, это Drops. Каризма, стопроцентная шерсть, номер 60, вот такой вот. Синий один моток, он ни туда, ни сюда, поэтому я его решила сюда полосками запустить в паголинок, в манжет. И надеюсь, что на второй носок мне вот этого должно хватить, так как я уже тут начала вывязывать стенку пятки. Вяжу на спицах 4 миллиметра. Пробую новый способ перехода, вот как вы видите, полосок, чтобы не было этой ступеньки. Вроде получилось красиво. И тут размер будет 42-43. Они такие страшненькие, но они потом пройдут в ВТО, на блокаторе высушатся и будут такие рабочие домашние носки папе. Да, мне понравился вот этот цвет вместе с синим. Заодно... Так, это у меня готовые работы, носки, и одна пара у меня в данный момент на спицах. Так, и что у меня есть из готового плечевого изделия? Оно у меня только-только просушилось, оно сохло очень долго. Да, только вот он у меня в камеру не помещается. Попробую показать частями. Вот такой вот свитер. Такой вот шерсти. Это стоковая пряжа. Здесь 93% меринос и 75%, извините, 7% полиамида. На 100 грамм 150 метров толстая пряжа. Свитер я вязала на спице 10 миллиметров. И здесь вот такой вот красивый узор. Я вязала по готовому мастеру-классу. Ссылку на этот мастер-класс я вам оставлю. Там другая пряжа, но я попала в плотность, и у меня повезло, что нечаянно я наткнулась на эту стоковую пряжу. Я
купила. И вот я давно уже хотела свитер с такими большими, с большим узором и связать с такой толстой пряжей. Вот у меня сейчас он просох. Здесь рукава и рукава, здесь низ, горловина, все закрыто фабричным способом. И рукава я делала чуть-чуть удлиненные, потому что они тогда получаются, вот эта вот часть, она такая свободная, они такие вот, когда ты их одеваешь, они вот, получается, манжет уходит так, и рукав вот таким образом. Вязала я, начинала снизу, вязала все по кругу до пройм рукавов, потом я делила, вязала перед отдельно, зад. Рукава вязались снизу вверх, так как, чтобы узор не перевернулся, чтобы листья стояли как надо было. Рукава вяжутся снизу вверх. Тут уже не получается, что петли поднимаются с проймы. Ну и потом это просто я пришивала. Здесь просто, как говорится, нет, прямое полотно. Здесь росток не вывязан, так как довольно глубокий. Вот этот вот пройма для горловина, да. И сзади здесь сзади, да, был прямое, здесь убавки. И вот такая вот красота получилась. Вот он жду, чтобы была теплая погода солнечная, тогда я уже хочу его сфотографировать на себе, как он выглядит, потому что, да, у меня в камеру, к сожалению, не помещается, стол не такой большой. Вот такая. Мне очень нравится этот свитер. Он такой тепленький, мягенький и такими вот большими-большими листьями. Вот. Так, это у меня готовое все. И еще есть один начатый у меня проект на спицах. Это я вяжу тоже себе из такой вот пряжи. Номер цвета 7100. Моточек 25 грамм. Состав 44% акрила, 27% мохера и 22% полиамид. Да, номер 7100 цвета. Вот такая вот. Это тоже я давно покупала стоковую уцененную пряжу. Я сейчас смотрела в интернете, я даже не нашла, где ее можно купить. И я вот решила ее вывязать. Она идет с люрексом, уже смотана вместе, если вам видно. Так. Вот. И такая вот волосатенькая. И из нее я начала вязать такой вот свитер-паутинку. Она не совсем паутинка, но вот такая вот получается. Я тоже его вяжу по готовому мастер-классу, но в том мастер-классе там другая пряжа. Я из этого мастер-класса взяла сам принцип, как это сказать, конструкцию этого джемпера, да, но остальное я все считала по своим размерам, по своей плотности и по своей пряже, да, но сам вот этот конструкция оттуда, тут получается такая вот горловина, как лодочка, здесь есть декоративная кайма, ее не совсем видно, но она вот такая вот. А здесь регланная линия идет в плече, как, не знаю, вот он видно, как погон. Вот таким вот, видите, уже получается плечо такое. Это погон. И тут уже увязывается с прибавками сам рукав. Вот я уже провязала азиатский росток, сделала
прибавки для пройм. Вот уже сейчас начала вязать уже само прямое полотно вниз. Вот красота. Он очень легенький. Вот на этот кусочек, то, что у меня сейчас связано, у меня ушел один моток. И вот второй я довязываю. Я так посмотрела, что 100 грамм я должна уложиться в 4 моточка. Вот. Здесь размер получается ML. Потому что у меня размер не совсем M, не совсем L. Я по размерам посередине. И вот я уже вот эту часть одевала, мерила. И мне очень нравится, как он сидит, как вот эта горловина. И по ощущению, хоть он не совсем такой натуральный, там этот акрил, но он не колется, он очень мягенький, вот такой вот прозрачный. Я когда его закончу, я уже отдельно сниму видео. Очень быстро. Спицы 4 миллиметра. Такая вот не совсем, ну, паутинка, но не такая дырчатая. Вот. Вот такой был мой февраль. Есть немного, но есть носки. Есть одно плечевое изделие. Это, я думаю, что в течение недели я закончу. Потому что вяжется быстро. Будет еще одна такая паутинка, только с другой пряжи. Это у меня уйдет на подарок. У меня родственница попросила тоже связать паутинку. Тоже будет видео по нему. Уже есть у меня все нарисовано, рассчитано, образцы связаны. Закончу это и буду уже приступать к следующему. Так, девочки, тогда на сегодня все. За март, как говорится, я отсчиталась. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Оставляйте в комментариях, я на них отвечу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. И до следующего раза. Пока-пока.